Жаль, конечно, расставаться с малышкой Цзиянь. Она отправится на Драконий остров вместе с Сюнджанем. Но очень скоро Сяо Янь ее навестит. Как раз об этом говорилось в предыдущем видео на канале. Хэй Цин действительно поражает своей силой. В серии хорошо показали огромный разрыв в мощи между Драконом Пустоты и почтенными воинами Небесных Фениксов, либо Джайсином. Он лишь своей аурой подавил всех. Цин Линь стало плохо, яд в ее теле начал активно распространяться, поэтому Сяо Янь немедленно приступил к лечению. Во время этого процесса из тела Цин Линь появился древний небесный змей, по силе равный древним небесным фениксам. Она может контролировать душу этого могущественного существа. Далее произойдет яростное нападение Зала Душ на павильон Падающей Звезды. В этот раз они подготовились намного лучше и послали не только Джайсина, но и других Тяньцзунов, могущественных почтенных воинов. В это время Сяо Янь создавал тело Яо Лао, но пока он не завершил процесс. Учитель должен был сам поглотить всю энергию и слиться с новым телом. Также прямо в это же время Сяо Янь совершил новый прорыв в силе почтенного воина. Так что когда павильон начали атаковать, он уже был на второй звезде. Каким образом это произойдет? Пройдя через множество последних битв в древних руинах, сила Сяо Яня значительно возросла, а его дух закалился. Он уже достиг границы силы почтенного воина одной звезды. Поглотив пламя 3000 звезд, его сила совершила огромный скачок. Теперь же его развитие вернулось к норме. В первую очередь Сяо Янь подумал о следующем небесном пламени. Он достал несколько фрагментов карты. В них заключалась информация о небесном пламени 3-го ранга в списке рейтинга небесного пламени, очищающем пламени лотоса. По мере увеличения силы, он все больше понимал редкость и могущество небесного пламени в первых строчках рейтинга. Очищающее пламя лотоса известно за свою загадочность. Даже Яо Лао никогда его не встречал. Сяо Янь в свое время проверил множество источников информации, но так и не сумел найти ни единого упоминания о нем. Так что с этих пор данное небесное пламя – следующая цель Сяо Яня. В будущих видео мы рассмотрим это подробнее. Итак, как же Сяо Янь собирается поднимать вторую звезду почтенного воина? Завершив все дела с телом Яо Лао, Сяо Янь вытащил оставшиеся кости святого, те самые кости, что он получил в древних руинах. Самым ценным в них была сущность святого. Сяо Янь начал растворять сердцевину небесным пламенем. Возник океан величественной и чистой энергии. Вся энергия ринулась в каждую частичку его тела, насыщая клетки и кости. Сам Сяо Янь сразу сел в позу лотоса. Он вошел в состояние медитации и начал процесс поглощения колоссального объема энергии. Переработка продлилась примерно 3 дня. Ощутив наплыв энергии и силы, Сяо Янь глубоко выдохнул. Благодаря сущности святого он сумел прорваться ко второй звезде почтенного воина. С чудотворным эффектом костяной сердцевины святого не смогут сравниться даже способности алхимиков 8-го ранга. Не так уж и много существует пилюль, способных так быстро увеличить силу почтенного воина на 1 звезду. Когда Сяо Янь закончил, зал душ уже прибыл. Павильон Падающей Звезды, отдайте Сяо Яня и Яо Ченя, иначе мы омоем это место кровью. Крик человека прогремел, Сяо Янь резко подскочил и вышел наружу. Все ученики павильона Падающей Звезды уже стояли на ногах и смотрели на непрошенных гостей. Область за пределами павильона пронизывалась черным туманом, а около сотни экспертов парило в воздухе. Помимо старого призрака Джайсина, здесь также присутствовали черные и белые Тяньцзуны, которых они раньше встречали в горном хребте Смерти Душ. Почтенный Фейн и другие с серьезными выражениями смотрели в небо. Пришел зал душ. Почтенный Яо Тяньху и Сяо Исянь ощутили множество сильных аур. Вместе с ними пришло еще 7 почтенных воинов и огромное число предков. Почтенный Фэн почему-то выглядел очень спокойным. Он знал, что этот день наступит рано или поздно. Он просто ожидал. 3 Тяньцзуна, практически на 6-й звезде почтенного воина. Почтенный Фэн велел всем приготовиться к смертельной битве. Все старейшины и ученики были готовы биться до смерти. Старый призрак Джайсин и 2 других Тяньцзунов немедленно начали атаковать барьер павильона. 3 Тяньцзуна одновременно применили свою разрушительную силу, направляя на защитный купол мощные удары. Барьер сотрясался, но все еще держался. Понимая, что защита долго не выдержит, почтенный Фэн думал о стратегии. Врагов было слишком много, но главную угрозу представляли Тяньцзуны. Он решил лично задержать 2 из них,
чтобы выиграть время. Но в этот момент в павильоне появился Сяо Янь. Он наконец вышел из уединения спустя полмесяца, но Яо Лао еще требовалось время. Сяо Янь, естественно, взял на себя Джайсина, давнего врага. Цин Линь неожиданно заявила, что также хочет сразиться с одним из двух оставшихся Тяньцзунов. Хотя сначала в ее словах сомневались, Сяо Янь, знавший о ее скрытой силе, согласился. Третьего Тяньцзуна взяла на себя марионетка небесного зла, усиленная 10 марионетками. А что же почтенный Фэн, Яо Тяньхо и Сяо Исянь? Они будут сдерживать 7 остальных почтенных воинов зала душ. Да, на стороне врагов численное преимущество. Итак, понимая, что удерживать барьер бессмысленно, почтенный Фэн дал команду снять защиту. Сразу же мрак окутал павильон, и бойцы зала душ начали наступление. Джайсин, увидев Сяо Яня, презрительно усмехнулся. Он напомнил, что в прошлый раз ему удалось сбежать, но на этот раз никто не спасет его. Сражение началось. Пока Белый Тяньцзун и Цин Линь начали борьбу, Сяо Янь и Джайсин уже вовсю яростно боролись. Ужасающие колебания Доуци разносились по сторонам, вызывая дрожь пространства. Сяо Янь и Джайсин полностью погрузились в пыл битвы. Парень теперь прорвался ко второй звезде почтенного воина, поглотив костяную сердцевину святого. Добавить к его нынешним возможностям метаморфозу пламени, Сяо Янь уже обладал квалификацией для сражения с почтенным воином 5 звезд в лоб. Больше ему не нужно было проявлять осторожность к своему противнику, как раньше. Больше всего прочувствовал его перемены Джайсин. Он испытывал шок, обмениваясь с ним ударами. То чувство, когда тебя подавляет твой противник, далеко неприятное. Джайсин хотел убить Сяо Яня. На его ладони скопилось достаточно силы. Джайсин ощущал нарастающую ярость. Воздух содрогнулся, пространство начало трескаться, оставляя за ударом темные разрывы. Холодная ухмылка появилась на лице Сяо Яня. Хотя его сила была временно усилена до уровня почтенного воина 4 звезд, у него был еще один козырь – небесное пламя, которое делало его куда более опасным. Два силуэта мелькали, сталкиваясь друг с другом с такой скоростью, что за ними едва можно было уследить. Их бой привлекал внимание всех присутствующих, противостояние было поистине впечатляющим. Тем временем на земле битва разрасталась. Ученики павильона падающей звезды сражались против экспертов зала душ, сбиваясь в группы, чтобы хоть как-то выстоять. Несмотря на численные преимущества врага, им удавалось оказывать сопротивление. Однако силы противников были несравнимы. Зал душ привел элиту, воинов с жестоким нравом, привыкших к убийствам. Даже почтенному Фэну и его соратникам приходилось действовать с предельной осторожностью. На поле боя был настоящий хаос. Не зря эта глава называется «Хаотичная битва». Некоторые эксперты центральных равнин пришли посмотреть на разворачивающееся сражение, но не вмешивались. Они понимали, зал душ слишком силен, и связываться с ним означало подписывать себе смертный приговор. Кто-то вздыхал, предчувствуя неминуемую гибель павильона павшей звезды. Кто-то, наоборот, видел в этом шанс, например, занять освободившееся место среди великих павильонов. А в это время на каменной платформе Яо Лао вдруг пошевелил пальцем. В тот же миг пространство в каменной башне содрогнулось, а затем с грохотом раскололось, взрываясь и превращаясь в мелкие осколки. Но прежде чем появится Яо Лао, Сяо Янь воспользуется техникой святого против Джайсина. Мы увидим Яо Лао с новой силой чуть позже. Рассмотрим это в следующем видео. Если вам интересно, поставьте побольше лайков. Наберем 2000, и уже завтра или послезавтра выйдет продолжение. А также у нас на канале два новых спонсора – Василий Игоревич и Сумираги. Большое вам спасибо за поддержку. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.